Очень легко сделать такой браслет в технике Чанлу из кожаного шнура и бусин натуральной яшмы. Нужна пуговица, шнур, нить. Нити берем на длинный браслет около 3 метров. Либо вы берете нить покороче, вам будет так удобнее, но придется потом, когда нитка кончится, начать заново другой ниткой. То есть завязать узелки. Из такой длинной нити я решила делать так, потому что так удобнее и проще. Конец длинной нити у нас находится на виду, чтобы мы его не потеряли. Вот он перед нами лежит. Продеваем нить в бусину туда и обратно. И в образовавшуюся петлю мы продеваем наш кожаный шнур. Здесь вощеная нить. На самом деле это нить для прошивания кожаных изделий. Синтетическая вощеная нить. Очень удобная, плоская. Итак, повторяем с каждой бусиной. Очень красивый браслет. Например, для зимы он теплый, потому что бусины из натурального камня, они холодные, они очень быстро охлаждаются, а кожа, которая вокруг них, она не дает им так охлаждаться, и поэтому даже в мороз у вас на руке теплый браслет и не создает дискомфорта. Что касается кожаного шнура толстого, на котором находятся бусины, у нас шнур 2 оттенков. Едва заметно, но 2 оттенков, светлее, темнее, и так смотрится, по моему мнению, интересней. Сейчас нанизываем круглые бусины натуральной яшмы. Дальше будут нанизываться квадратные бусины синей яшмы. И они будут меньшего размера, как вариант. Можете использовать иголку. В данном случае очень толстая нитка, и она с иголкой не проходит. Так, теперь завязываем такой же узел, как был в начале, рядом с пуговицей. Надеюсь, здесь очень все хорошо видно, что куда. И затягиваем. Смотрите внимательно, если непонятно, отматывайте обратно и еще раз посмотрите. Второй узелок точно так же делаем. Этот узел из 2 узлов. Наверх под низ. Сюда. Теперь под низ и в петлю. В принципе, узел этот не такой уж и сложный. Главное увидеть и повторить. Нить, которую мы вяжем, привязываем бусины, она у нас идет внутри узла. И вот она вышла с этой стороны. Браслет у нас будет в 2 оборота. Смотрим, на каком уровне мы хотим этот узелок сделать. Уже все зависит от вашей фантазии. Так, теперь проплели какое-то расстояние из этих квадратных бусин яшмы. И завязываем еще раз такой же узел. Сам по себе узелок — это уже элемент декора, очень красивый. Узел вы можете завязывать другой, какой вам больше нравится.
Для толстых шнуров вот этот узел очень красиво подходит. Но смотрите, он забирает длину шнура. Проводим нить дальше и затягиваем. Нужно периодически поправлять бусины, выравнивая, чтобы получился ровный браслет. Да, в принципе, ничего сложного, но получается очень красиво. Теперь берем еще другие бусины. Можете сделать браслеты из одинаковых бусин, без узлов, как вам больше нравится. Можете сделать тройной, из 5 витков. Все, последняя бусина у нас. И завязываем узелок близко к бусине. Затягиваем его поближе к бусинке, чтобы это не распрямлялось, не расходилось. Снова завязываем 2 узла и обрезаем нашу нить. Теперь я хочу закончить браслет, делать петлю вместе с вот этой вот морской ракушкой. Там толстое отверстие, и мне нужно соединить вот эти 2 конца. Для этого надрезаю под углом. Я решила эти 2 конца кожаного шнура просто сшить между собой и добавить клея. Берем нитку, соединяем. Нитка вдвое и петля. В эту петлю протягиваем 2 нити и затягиваем узелок. Это оказывается у нас на одной нити. Потом вдеваем иголку и второй конец прокалываем иголкой. Можете взять иглу плоскую, так легче кожу шить, а можете обыкновенную тонкую иголку. Продеваем во второй конец иглу. Вообще на тонком срезе очень хорошо все это прокалывается, легко и просто. Соединяем, берем и просто обкручиваем плотно нитью 2 соединенных навстречу друг другу конца нашего кожаного шнура. Так, теперь еще раз прокалываем. Нам нужно теперь нить закрепить. Делаем петельку. Можно еще раз иголкой пройтись, чтобы было поплотнее. Здесь у нас еще будет клей. Обрезаем, капаем каплю клея на узелок, чтобы у нас бусина закрепилась и никуда она не съедет, потому что она здесь очень прочно закреплена будет. Так, сейчас проверяем нашу петлю, насколько она у нас одевается. Она у нас получилась слишком свободной. Значит, сейчас мы будем сжимать петлю, укоротим ее. Берем кольцо. Я перекручиваю шнур и соединяю кольцом. Зажимаем колечко. Очень красиво смотрится, если кольца будет, например, 3.
Вот так. Все, мы сократили. Теперь у нас петля подходит к нашей пуговице. Теперь мы можем застегнуть прочно браслет, но в то же время легко. Вот такой красивый получается браслет в стиле чанлу из бусин натуральных камней. Вот так он смотрится на руке. Вы можете также сделать браслет, например, жемчугом, как этот. Добавить туда морские элементы, какие-нибудь другие бусины металлические. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии обязательно, они помогают продвигать наш канал. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. До новых встреч, пока!